В 1987 году на 27-м токийском автосалоне было представлено множество автомобилей, как предсерийных, так и концептуальных. В те годы японские инженеры и дизайнеры не боялись экспериментировать, и даже самые необычные идеи находили место на серийных автомобилях. На стенде Toyota тогда был представлен концепт AXV2, который почти без изменений поступил в серию в 1990 году. Автомобиль назвали Toyota Sierra. Она стала площадкой для воплощения новых идей и технологий производства автомобилей. Именно поэтому она была запущена в серию, хотя было очевидно, что коммерческого успеха ей не добиться. Автомобиль был построен на платформе Toyota Starlet, соответственно, подвеска у них полностью идентична, и Toyota Tercel, от которого были позаимствованы двигатель и трансмиссия. За весь период производства был только один вариант кузова, в который устанавливался двигатель 5E FHE с объемом 1,5 литра и мощностью 110 лошадиных сил, что позволяло разгонять этот автомобиль до 100 км в час за 8,7 секунд. Но в отличие от устанавливаемых двигателей на Toyota Cynos и Tercel тех же годов, Sierra лишилась впускного коллектора ASIC ввиду недостаточного места в подкапотном пространстве, что снизило мощность на 5 лошадиных сил. Трансмиссия либо четырехступенчатый автомат, либо пятиступенчатая механика, которая опционально комплектовалась дифференциалом повышенного трения. Стандартная подвеска для этой платформы: спереди Макферсон, сзади балка, на которой устанавливались либо барабанные тормоза, либо дисковые с ABS. И если внутри автомобиль ничем не выделялся, то снаружи было много чего интересного и необычного. Автомобиль имел сложную форму с большим количеством остекления, а главной особенностью стали распашные двери, которые впоследствии назвали крыло бабочки. Согласен, что идея не нова, но есть одно но. Подобные решения были отражены на дорогих суперкарах. Sierra таковой не являлась и была доступна для обычного пользователя. Дверь открывается и поддерживается при помощи газовой пружины с усилием 120 кг и находящегося внутри двери амортизатора-балансира, изменяющего рычаг давления пружины в зависимости от нагрузки. Для полного открытия требовалось всего 43 см свободного пространства, что гораздо меньше по сравнению с обычной дверью, а специальная конструкция резиновых уплотнителей исключала примерзание даже в сильный мороз. Задняя дверь, если ее можно было так назвать, выполнена полностью из стекла и не имеет каркаса. Но у всего этого стеклянного великолепия есть и минусы. В жаркую погоду можно неплохо так перегреться, и если крышу изнутри можно было закрыть специальными панелями, то задних пассажиров может спасти только тонировка. Хотя с уверенностью могу сказать, что даже ребенку разместиться на задних сиденьях с комфортом не получится. Заднее стекло очень низко расположено, и мало того, что на тебя светит солнце, можно довольно сильно удариться головой. А вот спереди достаточно удобно. Низкая посадка, как на спорткарах, и ковшеобразные сиденья создадут атмосферу спортивного автомобиля. Кондиционер охладит в жаркое лето, а мощная аудиосистема с 10 источниками звука подарит незабываемые акустические ощущения. Об аудиосистеме расскажу подробнее. Аудиосистема SLSS настолько сильно отличалась от обычной, что ее включили в отдельную комплектацию. В набор этой системы входили 2 среднечастотных динамика в дверях, 2 высокочастотных сателлита в углах панели, 1 среднечастотный динамик в центре панели, 2 среднечастотных динамика и 2 высокочастотных сателлита на задней полке, 1 низкочастотный динамик сабвуфера в багажном отсеке, двухдиновое головное устройство на процессоре Fujitsu и 5-канальный усилитель общей выходной мощностью 133 Вт под панелью. Интересной особенностью данной системы были сервоприводы, поворачивающие акустику на задней полке для изменения направления звука на слушателя. Sierra без сомнения интересный автомобиль, в котором нашлось место многим, хоть и спорным, дизайнерским решениям. Благодаря необычному внешнему виду выделяется из обычного потока машин и никого не оставит равнодушным. Автомобиль выпускался с 1990 по 1995 год. За эти годы было выпущено всего 16 748 штук. Автомобиль выпускался только для внутреннего рынка Японии, официально не экспортировался, но на вторичном рынке их можно встретить по всему миру. Печален лишь тот факт, что живых экземпляров с каждым годом становится все меньше и меньше. I'm kicking the flow, don't you know Bobby Joe? You don't know?